под толщей вечной мерзлоты в одном из самых труднодоступных северных регионов континента скрывается геологическая находка, которая уже сейчас заставляет ученых, энергетиков, экономистов и политиков по-новому смотреть на будущее человечества. Здесь, под слоями льда, древних пород и многотысячелетней тишины, залегают ресурсы, способные повлиять сразу на несколько ключевых сфер цивилизации: атомную энергетику, зеленый переход, транспорт, оборонную промышленность, сельское хозяйство и весь высокотехнологичный сектор. Все это создает ощущение, будто мы стоим на пороге технологического скачка, словно мир уже готов шагнуть в новую эпоху. Однако реальность, как это часто бывает, оказывается гораздо сложнее, противоречивее и медленнее. Чтобы понять, почему потенциальное чудо не превращается в мгновенный прорыв, нужно мысленно перенестись туда, где заканчиваются привычные дороги, исчезает мобильная связь и начинается пространство, в котором человек по-прежнему остается гостем. Этот край называется Айрмарк. Обширная северная территория за полярным кругом, где плотность населения настолько мала, что присутствие человека почти незаметно на фоне дикой природы. Здесь зима длится большую часть года, температура регулярно опускается далеко ниже нуля, а короткое лето выглядит скорее паузой между холодами, чем полноценным сезоном. Ночное небо десятки и сотни раз в году рассекают всполохи полярного сияния, а ландшафт формируют хвойные леса, болота, каменистые плато и реки, текущие по руслам, сформированным еще ледниками. Айрмарк считается одним из последних относительно нетронутых регионов, где экосистемы сохранили хрупкий баланс, формировавшийся тысячелетиями. Именно здесь уже много десятилетий геологи шаг за шагом изучают гигантский подземный массив, известный как комплекс Варайнен. Первоначально он интересовал исследователей вполне прозаичными ресурсами — железом и фосфатными породами. Железо давно стало фундаментом современной цивилизации. Без него невозможны города, транспорт, энергетическая инфраструктура и промышленность. Фосфаты же редко попадают в заголовки новостей, но именно они лежат в основе удобрений, а значит, напрямую связаны с урожайностью полей, продовольственной безопасностью и стабильностью мировых рынков еды. Однако, по мере того, как методы геологоразведки становились точнее, а бурение уходило глубже, выяснилось, что Варайнен скрывает куда более редкие, сложные и стратегически важные элементы. Среди них обнаружили целый спектр редкоземельных металлов, а также радиоактивные вещества, включая торий и уран. Именно торий стал главным источником ажиотажа и громких ожиданий. Этот металл с естественной слабой радиоактивностью встречается в земной коре значительно чаще урана и уже давно рассматривается учеными как потенциальная основа альтернативной ядерной энергетики. В теории небольшое количество тория способно дать колоссальный объем энергии, сопоставимый с сжиганием огромных объемов ископаемого топлива. Его сторонники подчеркивают важные преимущества: высокий энергетический потенциал, меньший объем долгоживущих радиоактивных отходов и возможность более безопасной эксплуатации реакторов. История тория тоже необычна. В прошлом его использовали даже в осветительных технологиях благодаря способности ярко светиться при нагреве, задолго до того, как его начали рассматривать как источник энергии будущего. Но, несмотря на весь этот потенциал, торий пока остается скорее обещанием, чем практическим решением. Помимо него, в недрах Варайнена обнаружены элементы, без которых невозможно представить современный технологический мир. Неодим и прозиодим лежат в основе мощных магнитов, которые приводят в движение электромобили, вращают генераторы ветряных турбин, работают в медицинских томографах, жестких дисках и бытовой электронике. Необий, добавляемый в сталь в малых количествах,
делает сплавы легче и прочнее, позволяя строить более надежные мосты, небоскребы, трубопроводы, корабли и даже элементы космической техники. Сегодня значительная часть этих металлов поступает из ограниченного числа стран, что создает зависимость, уязвимость цепочек поставок и политические риски. Собственный источник мог бы изменить экономический баланс, повысить автономность и ускорить переход к новым технологиям. Но именно здесь оптимизм начинает сталкиваться с суровой реальностью. Современная атомная энергетика десятилетиями выстраивалась вокруг урана. Все действующие реакторы, инфраструктура, системы безопасности, логистика и правила обращения с отходами оптимизированы именно под него. Уран уже обеспечивает значительную долю мировой электроэнергии, стабильно работает и хорошо изучен. Торий же не является делящимся материалом, он сам по себе не выделяет энергию. Чтобы использовать его в качестве топлива, необходимы принципиально иные реакторы и совершенно другая технологическая база. Это сложные, дорогие и пока во многом экспериментальные системы, требующие масштабных инвестиций, долгих испытаний и политической поддержки. Нельзя просто заменить одно топливо другим и продолжить работу, вся энергетическая цепочка должна быть создана заново. Поэтому, несмотря на громкие заявления и футуристические прогнозы, торий из Варайнена остается под землей, ожидая момента, когда технологии, экономика и общественное доверие догонят теоретические расчеты. С редкоземельными элементами ситуация тоже далека от простой. Их добыча и переработка связаны с серьезными экологическими рисками. Айрмарк относится к числу наиболее уязвимых природных зон, где любое крупное промышленное вмешательство может привести к долгосрочным и необратимым последствиям. Открытые карьеры, хвостохранилища, загрязнение почв и вод, а также присутствие радиоактивных компонентов вызывают серьезные опасения у экологов и местных жителей. Кроме того, в регионе живут коренные народы, для которых эта земля является не просто территорией, а основой культуры, традиций и образа жизни. Их право голоса становится ключевым фактором в любом обсуждении разработки месторождения. Все это превращает Варайнен не в очевидное решение, а в сложный выбор между технологическим будущим и сохранением хрупкого природного и социального баланса. Интересно, что разговор о тории давно вышел за пределы Земли. Ученые знают, что этот элемент относительно широко распространен, его можно найти в прибрежных песках, горных массивах и древних породах. Однако самые смелые идеи уводят нас еще дальше, к Луне. В конце прошлого века автоматические аппараты составили детальные карты ее поверхности и выявили области с повышенным содержанием тория. Это подогревает интерес к будущим лунным миссиям и концепциям внеземной добычи ресурсов. На Луне нет атмосферы. Там экстремальные перепады температур и высокий уровень радиации, но при этом отсутствуют экосистемы, которые можно уничтожить. Более того, считается, что лунный грунт содержит такие редкие элементы, как гелий-3, потенциально важный для будущей термоядерной энергетики. Пока это выглядит как далекая перспектива, но именно такие идеи часто становятся отправной точкой для крупнейших технологических рывков. Вернувшись на Землю, нельзя не упомянуть еще одно неожиданное открытие, сделанное уже в совершенно иной среде. На глубоководных равнинах океана исследователи обнаружили полиметаллические конкреции, округлые образования размером с картофелину, богатые металлами, необходимыми для аккумуляторов и электроники. Самое удивительное в том, что по некоторым данным эти образования способны выделять кислород в полной темноте. Явление получило название «темный кислород». Предполагается, что поверхности конкреций создают слабые электрические токи,
которые расщепляют молекулы воды на водород и кислород, словно крошечные природные батареи. Если это подтвердится, придется пересмотреть представление о жизни в глубинах океана, ведь некоторые организмы могут получать кислород не через фотосинтез, а напрямую от минералов. Пока результаты вызывают споры и требуют дополнительных проверок, но сама гипотеза уже расширяет понимание того, где и как может существовать жизнь, в том числе за пределами Земли, например, в подледных океанах спутников газовых гигантов. И, наконец, еще одна деталь, добавляющая этой истории глубины во времени. В северных реках Айрмарка геологи нашли древние кристаллы циркона, химический и изотопный состав которых не совпадает с окружающими породами. Их происхождение указывает на совершенно иной участок древней суши, расположенный далеко за океаном. Это навело исследователей на мысль, что часть континентального фундамента могла миллиарды лет назад отколоться и продрейфовать на нынешнее место, придав этим ландшафтам куда более древнюю и сложную геологическую историю, чем предполагалось ранее. Таким образом, под холодной землей Айрмарка скрываются не только потенциальные источники энергии и материалы для будущих технологий, но и ключи к пониманию далекого прошлого нашей планеты. Сможет ли комплекс Варайнен однажды сыграть решающую роль в энергетике и промышленности будущего, покажет время, но уже сейчас ясно, что каждое подобное открытие заставляет человечество внимательнее относиться к ресурсам, которые оно стремится использовать, и к цене, которую оно готово за это заплатить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.